Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы с вами будем плести объемные вишенки из бисера и потом сделаем из них классный браслет. Обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие ролики. Поехали! Плести мы будем на специальных нитках для бисероплетения. Они называются Toha 1G. Продаются у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Ссылку на них вы найдете в описании под этим роликом. На самом деле в Greenbird можно купить и иглы для бисероплетения, и сам бисер, и все-все-все. Мы доставим ваш заказ в любую точку мира. Начнем мы наше плетение с того, что вденем нитку в иголку. Примерно вот такой длины наша нить. И будем плести вишенку. Наберем 3 красных бисерины. Набрали 3 красных бисерины, отвели их вниз, оставляем на нитке примерно вот такой вот кончик и замыкаем кольцо. Проходим через первую красную бусинку. Получилось вот так. Теперь между каждой из этих 3 бисерин мы вставим еще одну сюда, сюда и сюда. Плетение здесь сложное, объемное, поэтому, чтобы вам было понятнее, следующий ряд я буду делать бисером другого цвета, чтобы вы сразу видели, какая бусинка у нас новая. Я набираю одну и прохожу через следующую, беру еще одну, прохожу через следующую. И третью бисеринку я набираю между первыми двумя. Вот, получается вот такой треугольник. Первый ряд бусины красные, второй ряд бусины фиолетовые. Но вы делаете все красным бисером. Теперь мы проходим через фиолетовую бусинку, которую только что набрали. Выходим на следующий ряд. Третий ряд я буду делать оранжевым бисером, чтобы вам еще больше было понятно. Между каждой бусинкой второго ряда, они у нас фиолетовые, мы вставим оранжевую. То есть сюда, сюда и сюда. Поехали! Сейчас не обязательно все затягивать, нам главное просто по одной бусинке добавить между прошлыми рядами. А теперь уже мы это все дело подтянем, затянем нитку так, чтобы у нас начала формироваться ягодка. Проходим через вот эту вот оранжевую бисеринку, начинаем новый ряд. Его я буду делать светло-оранжевым цветом, чтобы вам было понятно. Вы, когда плетете вашу ягодку, делайте все красным. Набрали одну. Еще одну, вошли в оранжевую предыдущего ряда. И еще одну набираем и входим в оранжевую бусинку, вот в эту. Все подтягиваем, наша ягодка готова. Теперь нам осталось соединить 3 верхних бисеринки последнего ряда. В нашем случае они светло-оранжевые. Мы проходим через одну из них, потом через вторую, потом через третью. Все как следует подтягиваем. Получился вот такой вот шарик из бисера. И это наша вишенка. Когда мы сплетем этот шарик из бисера одного цвета, то выглядеть он будет вот так, как настоящая вишенка. Вот мы замкнули верхние 3 бусинки последнего ряда в колечко, и сейчас будем делать листочек. Но прежде чем мы начнем делать листочек, давайте просто завяжем узелок, чтобы закрепить нашу нить, чтобы шарик, ягодка не расползались. Закрепили нитку и теперь делаем листик. Набираем 5 зеленых бисерин, подтягиваем все вниз и проходим через предыдущую в обратном направлении. Вот так. Теперь набираем 4 зеленых бисерины, подтягиваем их к концу, к нашему плетению и точно так же проходим через предпоследнюю. Подтянули, получается вот так. И сюда еще наберем 2 зеленых бисеринки, чтобы у нас получился объемный листочек. И пройдем через вторую сверху зеленую бисеринку и подтягиваем. У нас получился листочек. На самом деле вишенку на этом мы можем закончить, закрепляем нить, и у нас получится вот так. Мы можем сделать вторую вишенку с одним листочком, вот сюда опустить еще одну. Мы можем сделать вишенку с 2 листочками. Если вы хотите вишенку с 2 листочками, то сейчас просто повторите вот эту же часть. Набирайте 4 бусинки и делайте листик вот в этом направлении, точно таким же образом, как мы сделали этот. А мы с вами продолжим плести вниз, сделаем еще одну ножку и будем делать новую вишню. Наберем на иголку 3 зеленых бисеринки для новой вишни. Подтянем. Все, видите, что у нас получается? Сейчас сюда точно таким же образом, как мы сделали первую ягодку, мы приделаем вторую. Наберем 3 бусинки. Для первого ряда я возьму красные. Подтянем их вниз к зеленым и замкнем в колечко. Пройдем через первую в обратном направлении, подтянем. Видите, у нас получается вот так. 3 бисеринки замкнуты в кольцо. Точно так же мы начинали с вами плести первую вишенку. Продолжаем плетение. Второй ряд я сделаю лавандовым бисером. Просто вставлю по одной бусинке между каждой красной. Одну сюда, одну сюда и одну между первыми двумя.
Проведем иглу через лавандовую бисерину. Третий ряд я начну плести ярко-оранжевым бисером, чтобы вы его видели. Точно таким же образом мы вставим по одной бусинке между бусинками второго ряда, то есть между вот этими тремя бусинами цвета лаванды. Все, вставили по одной бусинке, подтянули. Проходим через первую бисерину этого нового ряда и начинаем следующий ряд. Следующий ряд я сплету оранжевым бисером, чтобы вы тоже видели, что у нас происходит. Между каждой бусинкой прошлого ряда, то есть между вот этими оранжевыми, мы вставим новую бусинку. Все, вишенка практически готова. Теперь мы проходим через первую бисерину последнего ряда, через вот эту оранжевую, и соединяем все три оранжевых бусинки в колечко. Просто проходим через них, не набирая бисер. Через каждую бусинку последнего ряда проходим, подтягиваем, и у нас получается шарик или ягодка. Вишня готова. Теперь мы просто закрепляем нить. Сделаем несколько узелков между бисеринок. Цепляем иголкой нитку и проходим в петельку. Один раз. Пройдем через бусинку, сделаем это еще разочек и обрежем нить. Точно таким же образом мы закрепляем и вторую нитку. И у нас получается вишенка. Вот мы наплели очень много разных вишенок. Теперь мы можем сделать самые разные украшения. Мы можем взять, сделать сережки, можем сделать колечко. Просто возьмем бисерную нить и к ней приделаем вишенку. А теперь эти вишенки мы превратим в браслет. Кстати, если вам нравится мой браслет, а на самом деле это не браслет, а держатель для маски и для очков, который я просто так ношу как браслет, посмотрите здесь в подсказках, у нас уже был ролик на эту тему. Я показывала, как сделать такое же украшение. Для того, чтобы сделать браслет, я буду использовать тросик Flexrite, свой любимый, 49 нитей, толщиной 0,14. 49 нитей, тросик довольно дорогой, но он очень гибкий и очень-очень крепкий. Работу я начну, не снимая тросик с катушки. Отмотаю примерно вот столько, и на кончик я буду набирать бисер, который я буду чередовать со своими вишенками. То есть я наберу отрезок бисера, вишенку, отрезок бисера, вишенку. Поехали! Тросик я беру для того, чтобы браслет у меня был плотный. Если он будет на нитке какой-нибудь, он может, во-первых, порваться, или он будет просто некрасиво висеть, а мне это не нужно. Тросик дает браслету дополнительную плотность. Вишенки можно вешать к браслету за разные места. За верхнюю бусинку, за бусинки в листочках, за бусинки в стебелечке. В общем, смотрите, решайте сами, как вы хотите. Я эту вишенку зацеплю за листочек. Я набрала 20 бисеринок и теперь буду цеплять еще одну вишенку. Возьму двойную. Снова 20 бисеринок и опять вишенка. Снова 20 бисеринок и опять вишенка. Вот мы нанизали вишню на тросик через бисер и теперь приделаем замочек. На край тросика мы наденем кримп, пройдем через колечко замочка и через кримп в обратном направлении. Сделаем так, чтобы петелька здесь была, ну, примерно вот такая, где-то миллиметр. Теперь возьмем волшебный кримпер и превратим наш кримп в аккуратную красивую бусинку. Сжали один раз, повернули под углом 90 градусов, сжали еще раз. Проверили, что кримп сидит плотно, и сделали кусь. Перетаскиваем все на одну сторону и теперь отрезаем с катушки, оставляем где-нибудь, ну вот столько, чтобы нам было комфортно закончить украшение, сантиметров 5. Кусь. Надеваем кримп, продеваем через цепочку удлинитель, за который мы будем цеплять замочек, и проходим через кримп в обратном направлении. И это важный момент, когда нам нужно все подтянуть, чтобы бисер на браслете не болтался, чтобы вот таких вот пробелов не было. Все подтягиваем, но при этом сильно тоже не затягиваем, чтобы он не стоял колом. Подтянули. Берем волшебный кримпер и точно таким же образом превращаем кримп в аккуратную кругленькую бусинку. Зажали кримп и сделали кусь. Все, браслет готов. Ну какова красота! Если вы сделаете его подлиннее, то у вас получится чокер. Если вы сделаете его еще длиннее, то у вас может получиться цепочка для очков или для маски. Мы уже показывали, как сделать такое. Ну, а у меня получился великолепный браслет. Сделайте такой себе, украшайте себя, подруг, весь мир вокруг.
Пока-пока!